Физику не обманешь. Физику не обманешь. Физику не обманешь. Физику не обманешь. Эта фраза — главная мантра людей, которые застряли в прошлом веке. Свет должен падать на матрицу, а не на нейросеть. Купи камеру, не позорься. Смартфон никогда не заменит профессиональную физику. Я читаю это под каждым обзором флагманского камерафона и каждый раз ставлю этим людям лайки. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты и на Китай посмотришь, и о гаджетах узнаешь. И заказать их из Китая можно в XFC Store по выгодным ценам у лично проверенных поставщиков. Никто не спорит с тем, что законы физики нерушимы, но клавиатурные герои прошлого отказываются верить даже в такие технологии, которые никаких законов физики не нарушают. Например, двойное и даже трехконтурное усиление на современных матрицах смартфонов, алгоритмы склейки, которые компенсируют смазы, повышают детализацию и... Не говорите этим людям, что в смартфонах последних лет появились нейросетевые дорисовалки. Результат может оказаться непредсказуемым. Но самая главная проблема в том, что это все уже не имеет никакого значения, потому что мир двигается совсем в другом направлении. Сравнивать современный флагманский смартфон и камеру сегодня — это уже не про самокат и Феррари, это сравнение лошади и телепорта. Общего между ними только то, что оба позволяют перемещаться в пространстве. Пару лет назад, обозревая бюджетный смартфон, я удивлялся тому, насколько он отстал по технологиям от того, к чему я привык. Еще 10 лет назад у меня была Sony Xperia Z5 Premium с 4К экраном, с хорошей цветопередачей, с высокой яркостью. Этот смартфон писал 4К с цифровой стабилизацией, и я это воспринимал как что-то должное. Стереодинамики, всякие там микрофоны или шумоподавление. И в бюджетном смартфоне 25 года ничего этого не было. Он даже видео в Full HD писал без цифровой стабилизации. И я удивился, потому что я ожидал, что за 10 лет разрыв в технологиях между бюджетным и флагманским уровнем хотя бы немножко сократится, но он, наоборот, превратился в пропасть. И поэтому, если у человека бюджетный какой-нибудь Redmi, старый Honor или 5-летний iPhone, он смотрит на мир технологий через замочную скважину, и ему будет искренне непонятно, почему люди покупают у Марка Викторсона в XFC Store китайские флагманы за $1500. Ведь на Авито за копейки можно купить зеркалку Canon. А ответ простой. Пока Apple и Samsung из года в год перекладывают одни и те же железки со стола на стол и называют это новым смартфоном, китайцы практически ежегодно почти полностью меняют железо в своих смартфонах и меняют сам подход к творчеству. И поэтому в китайских ультрафлагманах последних 5 лет прогресса больше, чем во всей фотоиндустрии за последние 10. И это не шутка. На рынке камер за последние 10 лет ощутимый прогресс наблюдается только по видеосъемке. Однако, несмотря на прогресс, спор смартфоны против камер — это уже не только о железках, а в том числе о мышлении и ответственности. И ведут этот спор люди, живущие в разных реальностях. Но давайте вернемся к основам. Любой снимок, будь то кадр из видео или фото, это всегда продукт железа и софта. Но есть еще третий, секретный ингредиент, о существовании которого могут догадываться только те, кто либо закончили какие-нибудь фотокурсы, либо отучились в художке. Камера дает нам сырой материал высочайшего качества. Большая матрица, светлая оптика, от которых успех зависит примерно на 2/3, а вот оставшаяся треть зависит от автора, который с нужными настройками этот самый кадр должен снять, а потом сесть за комп и в Lightroom или Capture One этот самый кадр правильно обработать. То есть обратите внимание, в камере и творческое видение, и софт, по сути, внешние. От нее требуется только максимально точно эту самую реальность зарегистрировать. Смартфон же на 1/3 железа, а на 2/3 фотостудия в кармане, в штате которой, как правило, есть и свой колорист, и ретушер, и дизайнер, и визажист. И именно эта команда в момент нажатия на кнопку старается сделать из часто довольно неприглядной сцены визуальную конфетку. И именно здесь мы подходим к самой сути конфликта смартфон против камеры, потому что смартфон не пытается заменить фотографу камеру. Смартфон пытается заменить обывателю отсутствие фотографа. Нынешние фотографы, по сути, эволюционировали из художников прошлого, которые наносили на полотна и холсты кисточками краски и таким образом реализовывали свои творческие видения. И наличие вот такого вот творческого видения и определяет художника и фотографа, которых еще до нажатия на кнопку затвора должен хорошо представлять себе, что должно быть по ту сторону камеры и как это должно выглядеть в глазах зрителя. Он берет на себя ответственность за эмоции зрителя, которых ему за эту фоточку должен либо поставить лайк, либо заплатить. А обыватель со смартфоном не думает о творческом видении. Он фоткает ради своего удовольствия. И в отсутствие автора эту роль берут на себя
программисты из Купертино или Шэньчжэня. И да, это принципиально другой подход, но он работает, потому что обыватель фоткает ради своих эмоций, и результат ему нужен здесь и сейчас. И так как обыватель снимает не ради пикселей и даже не ради результата, а в первую очередь ради эмоций, он не станет зумить каждую фоточку до 200% и выяснять, что там с цветопередачей, как там скинтон поживает и есть ли там шумы в тенях. Его это не волнует, потому что его это никаким образом не сделает счастливее. Это я, будучи обзорщиком, проверяю смартфоны под лупой и выясняю, действительно ли смартфон в режиме 12, 50 и 200 мегапикселей выдает заявляемое количество информации. Потому что, как бы это нудно не выглядело, товар должен соответствовать заявляемым характеристикам. Но я отдаю себе отчет в том, что это все равно технодрочь. И причем слово-то очень точное, потому что, как и творчество обывателя, это в первую очередь акт самоудовлетворения. Искусство же делается для зрителя, а не для себя. А это ответственность. Думать о том, как донести свою мысль до зрителя, чтобы он либо поставил тебе лайк, либо подписался. Угу. Профессиональная камера обывателю сегодня не нужна не только потому, что она предполагает эмоциональную вовлеченность, то есть нужно быть и колористом, и режиссером, и отвечать за результат. Нужно еще быть оператором камеры, а это сложно технически, потому что в любой профессиональной камере просто тьмущая настроек. Когда я стартовал этот блог в 2021 году, поначалу я себя снимал на Fujifilm X-T10, любительскую камеру начального уровня, и все было нормально, пока мне не показалось, что качества нужно больше. И перейдя на Fujifilm X-H1, профессиональную модель, я охренел от того, что в настройках только у одного автофокуса было 3 экрана опций. У фокуса он же должен работать автоматически. Разве нет? Но нет. В профессиональной камере именно оператор задает цепкость автофокуса. Он с какой скоростью должен переходить с заднего плана на передний. А он должен отслеживать левый глаз, правый или все-таки приоритет отдавать всему лицу. А это лицо искать по всей ширине кадра. В зоне какой-нибудь, в большой или маленькой. Или нужно вообще фокусироваться именно по определенной части кадра. То есть квадратик ставишь. И это все ложится на плечи оператора. Более того, от этого еще и зависит расход аккумулятора, потому что двигать стекла в объективе необходим заряд. И, это все для новичка выглядит просто как панель управления адронным коллайдером. Зачем ему это все нужно? Он хочет просто нажать на кнопочку и быть счастливым. Но что, если дать обывателю творческую камеру, такую как, например, Panasonic S9? Там полнокадровая матрица в компактном корпусе, цветовые профили в одно нажатие, позиционирование для креаторов. Мечта не иначе как, да? Но нет, даже с такой камерой, если хотя бы минимально в настройках не разобраться, которых тоже тьма тьмущая, профили, выдержки, логарифмы, и в этом всем надо разбираться, потому что если просто взять эту камеру и в режиме «достал, снял, фоткать», шедевров не получится. И, естественно, у обывателя необходимость во всех этих настройках разбираться скорее вызовет ассоциации с экзаменами, чем с творчеством. Он эту камеру уберет на полку куда подальше и фоткать продолжит на смартфон. А теперь главный удар по так называемым начальным камерам. С одной стороны, с ними действительно проще, и в них легко разобраться, так как там в меню только самые очевидные и понятные новичку настройки. Но с другой стороны, в начальные камеры никто не ставит серьезное железо, так как эти камеры предназначены, кто бы мог подумать, для новичков. И поэтому даже если профессионалу дать начального уровня камеру, то чтобы получился результат прям сильно лучше, чем на какой-нибудь флагманский смартфон актуального года, даже ему придется сильно заморочиться. И поэтому золотая середина мертва, так как больше нет пограничного состояния. Если человеку хочется просто немножко поковыряться, ему хватит и про режима на смартфоне. А если он хочет большего, то его ждет резкий скачок. Но нет, не в качестве. В сложности, во время затратах и ответственности. Но качество при этом возрастет, максимум процентов на 20-30. В некоторых случаях, конечно, да, если мы говорим про съемку динамики ночью, там, конечно, будет разница ого-го. Но тем не менее, при 500% росте в сложности и время затратах мы получаем результат, который все равно будут оценивать на экранах смартфонов. И разницу увидят единицы, если вообще увидят. Ну-ка погоди, Марк, ты, конечно, сексуальный мужчина и стелишь гладко, но как быть со всякими Ricoh GR4 и прочими премиальными компактами, а также Кэнонами со вспышками, которые у девочек-инстаграмщиц в последнее время вирусятся? Очень точное замечание, и спасибо за комплимент. Да, действительно, в последнее время тренд на цифровые мыльницы набирает обороты. Но все эти камеры берутся не для того, чтобы крутить там выдержку, экспозицию и прочие балансы белого, а для того, чтобы получать готовый вайб в одно нажатие. Там настраивается пленочный пресет с цифровыми какими-нибудь там шумами под зерно пленочное, кривые цвета настраиваются и вспышка в лоб, чтобы получать тот самый винтажный пересвет. Вот для чего эти камеры. Для эмоций в одно нажатие. Тот же самый подход, что и со смартфонами. Просто на смартфонах картинку генерирует у нас нейросеть и всякие прочие алгоритмы, компенсирующие криворукость, а на старых цифровых мыльницах картинку у нас генерирует старая матрица с шумами, которые у нас имитируют пленочное
зерно, и вспышка в лоб. Вот и вся разница. Этим людям плевать на техническое качество. Они хотят получать эмоцию в одно нажатие. Кстати, по поводу нейросетевых дорисовок в смартфонах. Все эти фанаты естественной фотографии и, так сказать, энтузиасты натуральных снимков очень даже не против пользоваться нейросетевыми шумодавами для того, чтобы свои снимочки со смартфонов и камер обрабатывать. Все дело в контроле. И пока я еще контролирую твое внимание, пожалуйста, напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу звука, потому что я решил дать второй шанс микрофону Fifine. Это все-таки мне его бесплатно отправили. Я его протестировал в первый раз и говорил в него слишком близко, но если говорить в него немножко подальше, то звук вполне себе нормальный и хорошая атака, и вполне меня четко и ясно слышно. Я сравнивал его с Maono, но он смотрится как немножко пластиково. У него болтается мохнатка, ЛГБТ-подсветка, и да, конечно, он беспроводной, в нем батарейка, но, блин, вот нахрена нужен вот такой вот большой беспроводной микрофон, да, это очень нишевый сценарий. А вот это вот смотрится естественно, оно смотрится солидно, он металлический, тяжелый, если кого-то это интересует. И если ты, как и я, фанат контроля, подключая его через вот такую вот звуковую карту, ты получишь максимум контроля над звуком. Но да, нейросети в смартфонах действительно не предполагают никаких способов вмешиваться в их работу. И это проблема, потому что для настоящего профессионала главный вопрос заключается в том, кто контролирует результат, он или программист из Шэньчжэня. Ну а тех, кто упорно продолжает считать, что только с настоящей оптикой на настоящую камеру можно получать настоящие снимки, ведь у смартфонов у нас и матрицы поддельные, и оптика выдумана, и вообще все это не настоящее, приглашаю посмотреть на очень краткое сравнение, снятое специально в RAW формате, ведь настоящие профессионалы снимают исключительно в RAW формате. У нас 3 участника, слева это любительская полнокадровая камера Panasonic S9, посередине у нас кропнутая профессиональная камера X-H2S от Fujifilm, и справа у нас выдуманная камера от смартфона Vivo X200 Ultra. И при таком масштабе мы особо о детализации судить не можем. Если кто-то не в курсе, то при масштабе менее 100% у нас не отображаются все пиксели картинки. То есть у нас здесь сейчас на камерах снимки в 24 мегапикселях, но экран у меня всего лишь 2К, и поэтому мы не можем отобразить 24 мегапикселя на 2К экране. У него пикселей не хватает. Чтобы увидеть все пиксели, нам нужно открывать снимки в масштабе не менее 100%. И поэтому все, кто проверяют деталь, всегда зумят как минимум до 100%. И при таком масштабе у нас уже видно что-то по детализации, видно, что вот чуть-чуть вот у нас не хватает каких-то деталей здесь вот на вот этих вот плиточках. Видно, что на смартфоне все-таки немножко тени, как-то вот они более грязные, чем на камерах. Но при таком, опять же, масштабе об этом судить сложно, поэтому давайте зазумим еще больше, до 400%. И вот теперь при 400% на камерах и при 300% на Vivo, потому что на Vivo 50 мегапикселей. Видно, что 50 мегапикселей со смартфона чуть-чуть уступают 24 мегапикселям с камеры Panasonic и Fujifilm. Причем на Fujifilm, хоть это кроп, у нас чуть-чуть лучше детализация вот на вот этом вот странном дракончике. Видно, что контуры немножко четче. Но при этом, если посмотреть именно в тени, вот именно в тени, посмотрите, здесь у нас есть какие-то детали на полнокадровом Panasonic. На Fuji они более грязные, а вот на снимке со смартфона у нас прям здесь просто грязь. И это все. Но если смотреть на светлые участки кадра, то кроме как, опять же, в цветопередаче, какой-то значительной разницы никто не увидит, и ее и не будет, потому что смартфоны уже давно научились в нормальное техническое качество. Да, конечно, вот если вот посмотреть сюда, опять видно, что снимок со смартфона, он немножко более такой все-таки грязный. Но при этом он не менее детальный. Эту всю грязь можно нейросеткой почистить. Видно, что камера дает немножко больше детализации. Ну, неудивительно, она стоит гораздо больше. Но при этом это не отличие в 5 раз. Это не отличие в 300%. Это отличие просто немножко по фактуре смартфон уступает. Причем, да, посмотрите, у нас кропнутый Fujifilm еще и наказывает полнокадровую камеру. Ну, потому что на этот самый Panasonic у меня не было более резкого объектива. Какой есть, такой есть. Это вторая и заключительная сцена данного сравнения. Снимал я на эквиваленты 85 мм сразу после захода солнца, так сказать, в преддверии сумерков, чтобы камерам было немножко потяжелее деталь показать. И при таком масштабе мы, опять же, о детали судить не можем, поэтому давайте с вами зазумим до 100%. Panasonic, Fujifilm и Vivo X200 Ultra. Видно, что на Vivase картинка у нас немножко шумненькая, но при этом достаточно детальная. Самая детальная картинка у нас на Fujifilm, а Panasonic почему-то сделал более мыльную картинку, но при этом совершенно не шумную. И это, конечно же, здорово. Здорово, что шумов у нас на полнокадровой камере меньше, но это вообще-то и ожидалось. И посмотрим с вами на вот этот узор под навесом. На Fujifilm он самый резкий, самый четкий. На Panasonic он
почему-то немножко такой мягкий, но в принципе пойдет, да, на 12 мегапикселей можно пережать. Ну и на Вивасе он тоже довольно неплохой, если шумы подавить, то в принципе там какие-то детали угадываются. Если бы у меня стояла задача тупо продать вам смартфон, и нет, смеяться не надо, я, конечно, смартфоны продаю, но я занимаюсь в целом поставками из Китая, не только смартфонов. Кроме того, у меня есть XFC-портал, это средство для ускорения интернета. Также мы с другом из Беларуси разрабатываем игрушку в жанре хоррор. Обязательно проверьте по ссылочке в описании, если вам такое интересно. Тем не менее, на этом, в принципе, ролик можно было бы и заканчивать, потому что при площади сенсора в 10 раз меньше, чем у полнокадровой камеры, Vivo X200 Ultra выдает картинку днем, ну разве что в тенях более шумную, чем у полнокадровой камеры. Во всем остальном обыватель, если зумить не будет, разницы не увидит. Тот самый сдвиг, в который многие до сих пор отказываются верить, на самом деле в первую очередь затронул неочевидную для многих сферу ответственности. И я понимаю, это больно признавать, но по-настоящему опытный и всесторонне развитый художник сам прекрасно знает, в каких ситуациях можно снять и на смартфон, а когда все-таки лучше с собой притащить камеру. Это как художник, который 100 лет назад выбирает между масляными и акварельными красками. Он просто выбирает инструмент по задаче. Но тут есть один интересный феномен. Если инструмент оказывает на клиента впечатление, за это можно просить доплату. И поэтому существуют фотобомбилы, которые, притащив на фотосъемку большую черную камеру, за счет эффекта бычка, большой черной камеры, могут просить больше денег, если эта самая камера оказывает на клиента впечатление. И поэтому им просто невыгодно, чтобы смартфоны в глазах обывателей смотрелись серьезно. Представляете? Нас, энтузиастов с творческим видением, для которых не то чтобы пофиг на что снимать, но в целом не является проблемой выбрать инструмент под задачу. Меньшинство. А вот обыватель, охреневший обыватель, который хочет результат, но не хочет не ставить задачу, не становиться художником, не нести какую-либо ответственность, а хочет кнопку «Сделайте мне красиво», что бы это ни значило. И потому, собственно, в смартфонах и появились сначала просто компенсирующие криворукость алгоритмы, а теперь и полноценные нейросети. Однако еще каких-то пару лет назад можно было найти не профессионала, а обывателя, который пытается разобраться в шумах, в динамическом диапазоне, в мегапикселях, но теперь с появлением генеративных нейросетей все это реально ушло на второй план. В камерах смартфонов нейросети теперь не просто чистят изображение, они его реструктурируют. И да, это уже не фотография в классическом смысле. Это цифровое творчество, построенное на воссоздании реальности. Вот как завернул. И да, с одной стороны, это обман, а с другой стороны, в таком случае и кино обман, потому что там тоже показывают неправду, и все отретушированные фотки моделей тоже обман. Но почему-то по этому поводу никто скандала не поднимает. Мы, как человечество, уже давно живем по принципу казаться, а не быть. Так почему от смартфонов мы требуем чего-то другого? Вот пример фото, снятого на смартфон Vivo в сумерки в режиме «достал-снял». Смартфон Xiaomi в той же ситуации дал смаз, а чтобы снять в сумерках качающегося на качелях ребенка, нужна самая актуальная модель камеры с очень дорогим стеклом. Да и то автофокус в сумерках может просто не успеть. Да и не каждый ребенок будет ждать, пока вы наделаете тестовых кадров и подберете нужные настройки. В итоге, пока профессионалы ковыряются в своих камерах, таскают рюкзаки оборудования и верят в прошлое, мир продолжает деградировать, снимая одной кнопкой. Камера сегодня — это либо станок для зарабатывания денег и диплом профессионала, либо фетиш для тех, кто любит страдать. Для всех остальных есть вычислительная магия. Доступность фотографии сыграла с нами злую шутку. Смартфоны не сделали из обывателей художников. Они сделали кое-что гораздо опаснее. Смартфоны дали обывателю эмоции без ответственности, картинку без необходимости становиться художником. Но если результат можно получить в одно нажатие, ты не становишься творцом, ты становишься собакой Павлова. И поэтому творчеству типичного обывателя до настоящего искусства далеко, как пению в душе до музыкального альбома. В итоге, в мире, где время самая дорогая валюта, тратить его на изучение менюшки камеры — это уже не профессионализм, это роскошь, которую все меньше людей готовы себе позволить. Лучшая камера — это не та, у которой матрица больше, это та, которая не мешает тебе жить. Добро пожаловать в эпоху, где с физикой больше не надо бороться, ведь ваши эмоции и есть новая реальность. Многие сцены этого видео я снял на Vivo X200 Ultra в логарифме. Если ты все еще не понимаешь, что такое логарифм, зачем в нем снимать и что с ним после съемки делать, отправь это видео другу, который все еще считает, что смартфон — это не настоящая камера. И если этот ролик соберет много просмотров, я обязательно замучу свой собственный гайд, в котором подробно объясню, как хорошо снимать на смартфон и что потом с полученным материалом делать. Отдельное спасибо Вите Ишкину за возможность прикоснуться к камере Parnasonic S9 и, конечно же, за полировку сценария. Отдельное спасибо Олегасу с канала Олегас Фото и Максиму с канала Stupid Mad World. Заходите ко мне в телеграм-канал на чаек и увидимся в следующем ролике. Пока.